Приветствую вас, друзья! В этом ролике очередной цоколек от меня, Александр, Каменный Декор. Расскажу все этапы быстро, коротко, но подробно. Ну и плюс пару фишечек, как говорится, с кондачка от меня вам. Поехали! Такой вот разнородный фундамент. Видите, здесь он сильно покрошился. Ну, то есть местами где-то он более гладкий, где-то покрошился. Вот, где-то штукатурка плюс заход на кирпич. Поэтому было принято решение затянуть его сеткой. На мой взгляд, это верное решение и надежно. И вот так вот, видите, накладывается стойчик, выравнивается плоскость. И сеточка в некоторых местах. То есть я вставляю также проставочки, подкладываю камешки. Здесь еще на этом участке я не доложил их. Ну, я думаю, вы поняли, о чем я, да? Вот сетка, она немного у нас шатается, и примерно по размерчику сюда вот так ставится проставной такой камешек, чтобы сетка приняла натяжку. Но сейчас я не буду шевелить, потому что здесь раствор свежий. Когда он уже схватится, завтра я уже здесь поставлю проставочки, натянется сеточка, примет примерно одинаковое положение от стены, и можно кидать. Таким образом, и сетка у нас находится внутри состава. Сейчас покажу и объясню, почему можно обходиться непосредственно одним валиком. Потому что, видите, неровности я делаю специально руками. И мастерком создаются вот эти искусственные неровности. Для чего? Чтобы потом, когда это дело идет в нарезку, как раз у нас уже и получается вот эта иллюзия камня, что он есть неровный, он шероховатый. И валиком, вот здесь я представляю, что будет большой камень, я здесь провожу, например, снизу вверх валиком, где-то слева направо, где-то по диагонали. Таким образом, рельеф от валика остается немного разнообразным. Можно применять комбинации валиков, но это усложняет процесс и не всегда подходит к данному стилю. То есть все зависит от того, какой вы хотите получить конечный результат. Угол сильно не давим, чтобы он не деформировался. К углу, конечно, лучше всего подходить немного позже. Пока предварительно получается так. Ну, в принципе, идем, продвигаемся дальше накидочкой. Обязательно следим за примыканием, чтобы оно было хорошо, без трещин, без пропусков. Вот, в дальнейшем это еще доработается. Если в кирпичной кладке есть щели, то надо непосредственно все промазывать. Ну, я это уже много раз показывал в роликах, как это делается.
Так, техника сухая кисть пошла. Видите, да, разницу между этими камешками и вот этим. Для этого делаю вот такую кофейную густую красочку и как легкими движениями с губки, кисть полусухая, и по макушечкам поехали. Как всегда, в принципе, нужно быть внимательным, аккуратным, и все получится. Если переборщили, можно увлажнить губку и замыть это дело, потом после высыхания повторить процедуру. Вот на дверь залез, на пластик, ничего страшного, чуть-чуть подсохнет, замоем. Почему выбрал именно такой вот бежевый, кофейный цвет? Потому что белый очень сильно контрастирует и получается не совсем то, что надо. Слишком белесый оттенок, он меня не устраивает. А вот такой вот капучино или цвет макачино, вот это то, что надо. Мне он очень нравится, и он хорошо тонирует с основными цветами. Так, ну давайте сейчас покажу вам. Вот смотрите, вот сторона с белесыми макушечками, сухой кистью, вот сторона без сухой кистью. Не знаю, заметна разница, да? Заиграли камешки с левой стороны. Это вот обрамление двери. Вот так вот, аккуратненько. Ну, разница, я думаю, ощутима. Поэтому сейчас продолжаем весь цоколь, проходим вот так вот. Что еще тут надо понимать? Вот, например, когда я катаю валик, почему я его катаю в разных направлениях, в разных плоскостях, так скажем? Потому что вот именно видя конечный результат, я это и делаю. И сейчас, видите, сухой кистью я тоже не горизонтально, не вертикально, а хаотично в разных направлениях. И тогда рельефчик создается очень симпатичный. Вот, например, посмотрите. Ну, надеюсь, видно, да? Цветовую гамму. Как пошла палитра, уже заиграла. Но это еще не конец. А здесь сухая кисть пройдена светлым тоном. Ну, светлый, то есть белую красочку бежевого капнул. Теперь здесь прошел светлым тоном. Беру сверху кофейный на той же самой губке. Растираю. И теперь еще раз сверху белого прохожу. Во-первых, белых становится выразительней. И оттенок меняется не такой, как был там. То есть таким образом, вы видите, я выборочно камни прошел белым, чтобы кофейным их пройти, а эти будут уже немножечко другим оттенком. Таким образом мы еще одного зайчика убиваем. Убиваем зайчика, конечно, в переносном смысле. Я подразумевал, что мы наводим красоту.
еще применив один вот такой вот фокус. И поехали. Здесь просто кофеин. Ну такой вот еще маленький секретик. Ну, в принципе, вот так получается в готовом виде цоколь. Здесь еще что хочу добавить, я еще сделал одну операцию. Там, где мне показались макушечки светловатые, я взял тут же коричневую краску, которой красил, да, и прошел ей легкими напылениями по верхам. И получился вот такой вот оттеночек, еще интересный, как бы третий оттенок. Так, ну и финальной стадией у меня является вот такой вот лак для камня от компании Neomid, полуглянцевый, акриловый. Он является как закрепляющим тоненьким слоем для более лучшего, так сказать, светочувствительности, светоустойчивости колеров, красок. Вот так в общем плане уже смотрится соколек. Дом обычный, из обычного красного кирпича, поэтому вот такой вариант отделки достаточно красиво сочетается, не наляписто и более-менее натурально смотрится. А как вам? Пишите свои пожелания, просьбы и вопросы, ну и замечания, естественно, в комментариях. А я не прощаюсь, друзья, с вами. Как всегда, желаю вам творческих успехов. До новых встреч. Пока.